За последнюю неделю извержение вулкана Этна на Сицилии достигло своего пика. По оценкам специалистов, нынешняя фаза активности стала одной из самых продолжительных за последние 50 лет. Вулкан практически парализовал работу крупнейшего авиаузла острова – аэропорта Катании. В разгар сезона летних отпусков это вызвало серьезные сбои во всей транспортной системе Южной Европы. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, активизация эруптивных процессов началась еще на рассвете 6 августа в центральном кратере Вараджине. К 8 августа в восточной части вулкана, на склонах глубокой тектонической впадины Валле-дель-Бове на высоте около 2750 метров, открылась новая эруптивная трещина. С 11 по 12 августа вулканическая активность усилилась. На восточном фланге сформировались еще по меньшей мере 3 боковых жерла. Из них началось непрерывное излияние базальтовой лавы. Объединенные потоки магмы двигались по каньонам долины Валле-дель-Бове, обогнули скальное образование Рокка-Капра и опустились по склону до отметки 1300 метров над уровнем моря. — 13 и 14 августа Этна устроила мощнейшее огненное шоу. Из кратера Вараджини фиксировались интенсивные фонтаны лавы стромболианского типа. Выбросы вулканического пепла и шлака сформировали эруптивную колонну, которая поднялась на высоту до 6,5 километров. Вся прилегающая территория южного склона Этны оказалась в зоне интенсивного пеплопада. Процесс извержения вызвал деформацию вулканической постройки. Суббота 15 августа ознаменовалась тектоническим сдвигом на северном склоне вулкана. В 12 часов 24 минуты по местному времени сейсмостанции зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. Очаг залегал на глубине 1 километр, а эпицентр находился в 7 километрах к западу от города Лингваглосса. Подземный толчок привел к повторному раскрытию и смещению разлома Перникана. Наиболее серьезные повреждения зафиксированы на высокогорной автомагистрали Мариневе. На участке дороги между туристическим приютом Брунек и базой отдыха Клан деи Рагаци образовались трещины и вертикальные смещения асфальта. Извержение сопровождалось масштабными выбросами газов. Согласно данным Европейской системы спутникового мониторинга «Коперникус», в пиковые дни объем выбросов диокида серы достигал в среднем 7000 тонн в сутки. Воздушные потоки в средних слоях тропосферы в этот период были направлены преимущественно на юг. Это привело к тому, что газовый шлейф и мелкодисперсный пепел пересекли акваторию Средиземного моря. Сначала ухудшение видимости и качества воздуха зафиксировали метеостанции Мальты. К 14 августа шлейф диоксида серы достиг побережья Северной Африки, распространившись над территорией Ливии, включая столичный регион Триполи.
Подобный географический охват заставил международные авиационные службы перевести код безопасности полетов для этого сектора в максимальный красный статус. Из-за сильного пеплопада был закрыт международный аэропорт Катании-Фонтанароssa, шестой по пассажиропотоку авиаузел Италии, обслуживающий более 12 миллионов человек в год. С 8 августа администрация аэропорта была вынуждена начать серию закрытий взлетно-посадочной полосы, которые продлевались ежедневно по мере продолжения пеплопада. Для гражданской авиации вулканический пепел представляет серьезную угрозу. Мелкие частицы базальта и кремния имеют низкую температуру плавления. При попадании в авиадвигатель они плавятся, оседают на лопатках турбин и могут привести к полной остановке силовой установки. Из соображений безопасности воздушное пространство над Восточной Сицилией было закрыто. По предварительным оценкам, отмена и перенаправление коснулись около 36% всех запланированных рейсов. В общей сложности за неделю было отменено или перенаправлено более 1000 рейсов. Часть бортов перенаправлялась на альтернативные аэродромы Сицилии и материковой Италии – в Палермо, Трапани, Комизо и Ламеция Терме. Десятки тысяч туристов застряли на острове. Люди днями спали на полу в терминалах. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, железнодорожная компания Trenitalia запустила дополнительные поезда по острову. Однако это лишь частично решило проблему. Несмотря на максимальный красный уровень авиационной опасности, экстремалы со всего мира хлынули к подножию Этны. Игнорируя предупреждения гидов, они подбирались поближе к Валле-дель-Бове, чтобы сделать эпичные селфи на фоне рек раскаленной магмы. К счастью, лава течет по безлюдным зонам, поэтому жилые дома пока в безопасности. Регулярность остановок главного авиаузла Сицилии из-за капризов Этны вновь возобновила дискуссию на правительственном уровне. Министр гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи выступил с заявлением, в котором подчеркнул уязвимость текущей транспортной модели. Из-за географического расположения у подножия вулкана аэропорт Катании блокируется практически при каждом крупном выбросе, если ветер дует в южном или восточном направлении. В правительстве рассматриваются два долгосрочных сценария. Первый – это расширение и глубокая модернизация дублирующего аэропорта Комизо, который реже страдает от пеплопадов благодаря удаленному расположению на юге острова. Второй сценарий – строительство нового крупного терминала в центральной части Сицилии, удаленной от вулканических зон, и связывание его высокоскоростным железнодорожным сообщением с побережьем. Эксперты отмечают, что текущие экономические потери авиакомпаний и туристических сектора могут ускорить принятие этого инфраструктурного решения. К утру 15 августа интенсивность излияния лавы в Валле-дель-Бове и эксплозивных выбросов из кратера значительно снизилась. В связи с этим Департамент гражданской защиты Италии снизил уровень авиационной опасности с красного на оранжевый. Это позволило аэропорту Катании с полудня частично возобновить прием и отправку рейсов.
Во второй половине дня 16 августа в кратере Вараджина возобновилась стромболианская активность, сопровождавшаяся импульсными взрывами в северно-восточном кратере. Слабая эффузивная активность также продолжается в жерлах на высотах 2750 и 1990 метров в долине Валле-дель-Бове. Уровень вулканического тремора, то есть амплитуда микросейсмических колебаний, вызванных движением магмы, по-прежнему превышает средние исторические значения. Специалисты не исключают вероятности начала повторной фазы извержения или открытия новых трещин.